Рада видеть вас, друзья! Меня зовут Галина Граева, я художница. Добро пожаловать в мою красочную галактику. Сегодняшнее видео я решила посвятить пасхальной тематике, поэтому мы, конечно, займемся пасхальным декором. Будем расписывать яйца. И я поделюсь с вами рецептом настоящего пасхального кулича. Как и обещала, продолжаю серию весенних видео. Прошло совсем немного времени, а в природе уже произошли значительные изменения. В парке моментально растаял снег и показались подснежники. Я нашла их совсем случайно, свернула с дороги, чтобы поснимать березы и не мешаться прохожим, и обнаружила вот такое весеннее чудо. Расцвела и мать и мачеха в городе, а также моя любимая ива. У нее просто обалденный аромат, по-настоящему весенний. Ее цветение не просто застать, она очень быстро отцветает. Вот уже и бабочки проснулись. Дело идет к Пасхе, и это отличный повод приукрасить серые будни. Конечно же, я собираюсь покрасить яйца, только они у меня не простые и не золотые, а деревянные. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то хорошо знаете, что я занимаюсь росписью по дереву, поэтому для меня ничего странного. Я собираюсь сделать их подвесными, поэтому вкручиваю специальную фурнитуру. Иногда это можно сделать просто руками. Яйца вырезаны из липы, а это очень мягкое дерево. Но бывает, что приходится прибегать и к помощи инструментов, как в этот раз. Со второй формочкой пришлось повозиться. Далее я наношу рисунок прямо карандашом по дереву. Кстати, если что-то пошло не так, можно запросто стереть ластиком. Но все же увлекаться этим не стоит, так как ластик может здорово напачкать. Поэтому стараюсь сделать сразу точный рисунок. Мой любимый вариант росписи небольших пасхальных яиц – это такие забавные девчушки, похожие на матрешек. У меня уже есть несколько, сделаю к ним еще парочку. Работу с такими малышками можно назвать ювелирной. Особенно это касается росписи личика. Конечно, такую роспись я делаю тоненькой кистью. Очень осторожно, чтобы ненароком не испортить. Платочки и сарафанчики будут в пастельных тонах, характерных для весеннего времени. Многие художники при росписи таких пасхальных яиц накалывают их на шило для удобства. Ну, я привыкла вот так держать в руках. Сначала тонирую, а затем перехожу к детализации. Деталей много, я стараюсь ничего не упустить из виду. Почти готово. Прорисовываю подснежник, и можно переходить к следующей пасхальной девочке. Вот такие получились девчушки-веселушки. Пойдут в компанию к подружкам.
А мы с вами отправляемся печь куличи. Сказать по правде, я терпеть не могу готовить. И такой контент вы увидите у меня на канале крайне редко. Хотя я знаю, насколько он мог бы помочь набрать аудиторию. Но тогда мне пришлось бы притворяться, что мне этим заниматься нравится. Лучше уж быть собой, поэтому притворство в мои планы не входит. Я решила испечь куличи по причине того, что очень хочется поделиться с вами маминым рецептом. Этим рецептом пользуются все наши родственники и утверждают, что лучшего не видывали. Сейчас многие говорят о том, что всякие новомодные куличи не соответствуют традициям и вообще по сути таковыми не являются. Я совершенно не специалист в пасхальных традициях и плохо разбираюсь в религиозной тематике, но согласна с тем, что кулич должен быть куличом. Это ведь не торт и не пряник. Так вот, наш рецепт можно с уверенностью назвать классическим. Получается именно кулич и ничто иное. Печь куличи я буду под чутким маминым руководством. Так надежнее. Первым делом растапливаем сливочное масло. Пока оно будет остывать, нужно сделать опару. Для этого подогреваем четверть стакана молока и добавляем туда 1 столовую ложку сахара, ложку муки и 50 граммов дрожжей. В данном случае это полпачки. Пока подходят дрожжи, займемся тестом. Для этого нам нужно 3 яйца смешать со стаканом сахара. Я еще добавляю пакетик ванильного сахара. Хорошенько перемешиваем все венчиком. Добавляем к смеси растопленное масло и стакан теплого молока. Тем временем дрожжи у нас очень хорошо подошли. Добавляем и их. Главное здесь делать все быстро, так как смесь не должна остыть, потому что тесто должно будет еще подойти. Добавляем сюда примерно 200 или 250 грамм изюма. Затем просеиваем муку 800 грамм. Муку добавляем постепенно, чтобы было легче перемешивать. Тесто для кулича должно быть достаточно крутым. Мама меня контролирует, она в этом деле настоящий спец, в отличие от меня. Тесто готово. Накрываем кастрюльку с тестом крышкой, а затем укутываем в полотенце. Тесто должно стоять в тепле, пока не подойдет. Через некоторое время проверяем. Тесто поднялось. Начинаем перекладывать его в смазанные растительным маслом формы. Они у нас бумажные, это очень удобно. Думаю, многие такими пользуются. Тесто должно будет еще немножко постоять и подняться, поэтому формы надо заполнять примерно на 1/3. Еще они поднимаются при выпекании, и чтобы тесто не убежало, необходимо оставлять пространство. У нас получилось 5 куличей. Накрываем формочки полотенцем и зажигаем духовку, чтобы разогрелась. Выпекать будем при температуре 170 градусов примерно 50 минут. Рецепт этих куличей вы найдете в описании к видео. Там же будут ссылки на все мои соцсети, где я выкладываю, так и хочется сказать, свои кулинарные шедевры, но там больше про картины и деревянные изделия. Тесто снова подошло. Теперь хорошо видно, что оно заполнило формы практически доверху. Пришло время отправлять куличи в духовку. Вот и первый готовый красавец. Мы решили украсить парочку куличей шоколадной глазурью и кондитерской посыпкой. Остальные будут с сахарной пудрой. Вот такая красота получилась. И, честно говоря, один куличик мы уже съели, очень вкусный вышел. Сначала маме показалось, что мы переборщили с какао и глазурь слишком горьковатая. Но в итоге, когда попробовали кулич, поняли, что вышло просто отлично. Насыщенный шоколадный вкус с куличом прекрасно сочетается. Куличей у нас много теперь. Остается только чай пить и праздновать Пасху.
Большое спасибо вам за просмотр, друзья. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на мой канал. Ну а я поздравляю вас с праздником Пасхи и желаю всего только самого доброго и светлого. И до новых встреч! Что, мам, накрываем? Что накрываем? Муку. Из муки что накрывать? Ну, мне кажется, хорош. Мне тоже так кажется. Красиво. Да. Так, художественно подтёк. Невкусно, правда. Невкусно? Ну ладно, сделаем вид, что вкусно. А теперь надо его этой обсыпочкой. Да.